Планшет, который оснащен большим ярким дисплеем, насыщенной цветопередачей, приятным и удобным интерфейсом, встроенной откидной ножкой, которая позволяет устанавливать планшет на стол в разных положениях и даже подвешивать его. Также в рекламе можно прочесть про 4 динамика, которые настраивались совместно с JBL, отличное время автономной работы и стильный дизайн. Но как же на самом деле дела обстоят у планшета под названием Lenovo Yoga Pad Pro Tab на 13 дюймов, я сейчас вам расскажу. Такая вот альтернатива ноутбуку, правда? Распаковка. Поставляется данный планшет в интересно оформленной коробке, на которой есть название и краткие характеристики модели. Пакинг хороший. В коробке мы имеем блок питания на 30 Вт с китайской вилкой, а хотелось бы хотя бы 67. Кабель для зарядки с Type-C на Type-C, кабель с HDMI на micro HDMI, переходник с Type-C на мини-джек на 3,5 мм и краткое руководство пользователя. Комплект, правда, царский. Сам планшет упакован в пленку, вес устройства 837 граммов, а габариты составляют 293 на 203 на 25 мм вместе с выступом, а без него 9 мм. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. На Mi Band 8 обзор уже был, и когда они начнут продавать глобалку, я его пообозреваю, буду разыгрывать 8 Mi Band. Плюс Poco F5 разыгрывается в этом месяце. Приходите на стрим 30-го. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В телеграм-канале скидок много полезных вещей за выгодный ценник. Во взаимопомощи вы можете уточнить, что лучше приобрести по вашему ТЗ, а со мной пообщаться в моей личной телеге. Перейдем же к планшету. Полетели. Lenovo Pad Pro Tab можно приобрести только в черной расцветке. Дизайн устройства мне лично очень понравился. Выглядит планшет премиально. Тыльная часть выполнена из алюминиевого сплава с вставкой из алькантары с надписью Yoga. Конечно, в этом деле нет ничего практичного, так как поверхность быстро загрязняется. Качество материалов отличное, как и сборка, эргономика, устройство удобное. В руках держать планшет комфортно. На корпусе расположили кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 3.1 Gen 1, что очень круто, 3 микрофона, разъем micro HDMI, который позволяет использовать планшет как монитор с колонками, и откидную ножку, которая выполнена из металла и имеет резиновый валик. Ножка поворачивается на 180 градусов, в плане удобства ножка показала себя хорошо, хоть и механизм имеет небольшой люфт. Планшет можно ставить на стол или даже подвешивать его за ножку. По звуку Lenovo Yoga Tab 13 Pro оснащен 4 динамиками в общей мощностью 9 Вт, настроенным совместно с JBL. В стоке есть технологии Dolby Atmos с несколькими предустановками звучания и даже кастомным эквалайзером, за что плюс. Динамики громкие, качество звука отличное. Для Bluetooth устройств на борту есть основные аудиокодеки, что хорошо. Мини-джека нет, к сожалению, поэтому в комплекты положили переходник. Вибромотор также в данном планшете не установлен, что тоже фейл. Очень многие сейчас не устанавливают вибро. Но по мне в игрушках было бы весело с ним. И не только. Для оповещений с мессенджеров, допустим, его использовать. Планшет поддерживает Lenovo Precision Pen 2. Можно использовать планшет для скетчинга или чего-то подобного. Но мы же знаем, какой планшет в основном покупают для этого. И нет, это не Xiaomi. Lenovo Yoga Tab 13 Pro оснащен дисплеем на 13 дюймов с LTPS матрицей с разрешением 2160 на 1350 пикселей 2К. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 3 версии. Понятно, не последняя, но многие мне пишут, что она лучше, допустим, чем 5. Стекло с глянцевым покрытием. Рамки у экрана не громадные. Верхняя рамка 8,4 мм, нижняя 10,7 мм, а боковые 6,1 мм. Соотношение сторон 16 к 10, олеофобка не очень, отпечатки пальцев на экране сильно заметны. Отмечу наличие технологии Dolby Vision, сертификации TUV, защита глаз от синего света, HDR10 и 100% цветовой охват sRGB с хорошей цветопередачей. Плотность пикселей 196 ppi, максимальная яркость 400 нит. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но в помещении яркости достаточно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, частота обновления экрана только 60 Гц, тест на частоту дискретизации касания ничего сверхъестественного не показал. Мультитач на борту, экран на 10 касаний откликается одновременно, разблокировать экран можно при помощи распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает хорошо даже под небольшим углом, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Зарегистрировать можно только одни биометрические данные. К слову, если не сказал бы, что прям полезная функция автоматического выхода из режима ожидания, планшет выходит из режима ожидания при обнаружении объекта в пределах полуметра. Также из интересного для камеры есть ретушь лица в реальном времени, как и эффект боке. Приложение Entertainment Space, в котором есть все фильмы, сериалы, игры не только. Летим дальше. Процессор
Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 870, техпроцесс 7 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 650, интерфейс ZUI 12.5 на базе Android 11 версии. Интерфейс работает шустро, в использовании удобный. Микрофризов за время тестирования я не встречал. Русский язык на борту, оперативная память LPDDR5 на 8 ГБ, внутренняя UFS 3.0 на 256 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 6 серии, скорость отличная, связь держит стабильно. Bluetooth версии 5.2, NFC модуля, как и GPS модуля нет. Емкость аккумулятора 10200 мАч. Планшет поддерживает зарядку на 30 Вт, заряжается от 0 до 50% в среднем за 1 час. Но вот уже от 0 до сотки заряжается 3 часа 17 минут, и это много. В PC-марке выдал планшет 9 часов 11 минут при 100% яркости, что является хорошим результатом, несмотря на то, что экран поддерживает только 60 Гц обновления экрана. В целом, если использовать планшет на 50% яркости, он может прожить спокойно 10 часов. За 1 час просмотра видео на YouTube уходит около 9% заряда, а в играх за 1 час уходит около 15%. Во что же можно поиграть? В PUBG Mobile, разумеется, или Asphalt 9 на высоких настройках графики. Но вот в Genshin Impact на рекомендованных настройках играть можно, но уже с подлагиваниями и фризами, то есть без радости. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит довольно стабильно, ко всему без сильного нагрева. 319 гипсов минимально, 344 гипса максимально, в среднем 330 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1289, в мультикоре 3371, в 3D-марке Wildlife Extreme Stress Test 1222, Wildlife 4219, Wildlife Extreme Stress Test 4190, Wildlife Extreme 1222, Slingshot и Slingshot Extreme, разумеется, на максимум. В Antutu выдал результат 805 тысяч попугаев, потратив 4% заряда, и нагрелся планшет всего до 28 градусов. Storage-тест показал ультраскромные 42 тысячи, стресс-тест прошел далеко не идеально, результаты теста искусственного интеллекта 242 тысячи. Lenovo Yoga Pad Pro Tab 13 имеет только одну фронтальную камеру на 8 мегапикселей, которая спрятана в верхней рамке. Максимальное разрешение для видеосъемки 1080p 30 fps, и для видеовызовов этого более чем достаточно. Фото же снимает в разрешении 3264 на 2448 точек. В стоке есть HDR режим, шестикратное зумирование, режим боке с настройками размытия и бьюти режим. Короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите. Немного фронталки, и это Lenovo. Роллинг шаттера я не вижу. Съемка более чем достойная. То есть достойная фронталка, можете спокойно по ней разговаривать. Еще и отслеживание лица есть. Я вижу квадратик здесь. Единственный здесь относительный минус, смотрите, здесь есть только фронталка, здесь нет камеры с тыльной части, потому что там подставка. И если вы будете опять же снимать на фронталку, вот так вы сможете снимать какие-то вещи. Хотя очень сильно вряд ли вы потащите этот планшет куда-то, чтобы снимать где-то там, потому что он больше похож на ноутбук по размеру. Минусы: нет мини-джека, марки и корпуса, быстро загрязняется замшевая часть. И кому-то будет не хватать, конечно, камеры на тыльной части, плюс нет вибро. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там, возможно, будут предложения еще выгоднее. Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем за просмотр огромное спасибо. Двойное спасибо всем, кто оставит комментарий больше 5 слов. Резюмирую, планшет Lenovo Yoga Pad Pro Tab 13. Интересный планшет как для домашнего использования или для использования на работе. Да, за подобную стоимость есть другие хорошие варианты, но они будут обыкновенного формата, без откидной ножки, без мини-HDMI, без каких-то динамиков. Данный планшет мне показался очень удобным в использовании, но если у вас есть средства и вы хотите приобрести себе подобное устройство, то советую обратить внимание на оверпрайснутые планшеты от Apple, либо от супер оверпрайснутые планшеты от Asus. Там они вообще как ноутбуки уже идут. Еще раз повторяю, всем огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.